Итак, смотрите, в этом ролике я расскажу вам о битсухе. Шучу. В этом ролике я расскажу вам побольше про сезон альткоинов, поведаю вам про его тонкости. Я уже говорил про сезон альткоинов в других роликах, упоминал различные монеты. Но в этом видео я хочу рассказать все более подробно, чтобы вы поняли и, так сказать, не сели ни на тот корабль и не потонули. Потому что сейчас в порту стоят два корабля. Оба уйдут. Но один потонет, а другой придет в точку назначения. И вы хотите быть на том, который завершит путешествие. Еще раз, чтобы было ясно. Я не буду монтировать этот ролик, сниму все одним дублем. Сейчас кругом ИИ и резкий монтаж, размывающий фокус. А я хочу поговорить с вами по-человечески. Я хочу посидеть с вами и обсудить все, чтобы вы получили максимальную пользу. И я буду признателен, если вы поставите лайк, если вам понравилось видео. Он выглядит вот так, помещен под видео. Это большой палец вверх. И вы нажимаете на него, кликаете по нему, и это помогает каналу. Редакция Crypto.ru перевела для вас первую часть видео, в котором автор предсказывает сезон нескольких альткоинов. И не забудьте подписаться и нажать на колокольчик, чтобы первыми увидеть продолжение во второй части. Итак, давайте немного поговорим про сезон альткоинов. Но прежде всего поймите, что в 2023-2024 годах я говорил про мини-сезоны альткоинов. И это мое изобретение. И я не слышал, чтобы кто-то еще употреблял этот термин. Я предсказывал мини-сезоны альткоинов, и большинство прогнозов сбылись. Было несколько отличных выборов. Время идет, и ближе к концу цикла, потенциальному концу цикла, я вижу несколько выделяющихся монет. В этот раз все будет немного по-другому. И я верю в то, что у нас будет сезон альткоинов, но не такой сезон альткоинов, которого ожидают люди. Поговорим об этом. И, конечно же, это все не финансовый совет. Я не финансовый консультант. Прочитайте дисклеймер в описании внизу. Там есть дисклеймер. Пожалуйста, прочитайте его. Пожалуйста, проведите свое исследование. И таким образом все прозрачно. Вы счастливы, я счастлив, все счастливы. Серьезно, просто прочитайте дисклеймер. Это просто, он под видео. Окей, теперь поговорим. Многие люди ожидают... По сути, есть два лагеря. Есть люди, ожидающие сезон альткоинов и безгранично верящие в него. И есть люди, не ожидающие сезон альткоинов. Они считают, что в этом году или в это время, или в этом цикле не будет сезона альткоинов. Обычно истина посередине. Прямо как когда мы предсказывали верхи и низы. Мы предсказываем низ, ту самую точку крушения, если хотите, в которой терпят крах и профессионалы, и любители. Если вам понятно, то мы попытаемся сделать то же самое с сезоном альткоинов. Найдем точку крушения, в которой потерпит крах большинство, поскольку у них не те монеты. В общем, сезон альткоинов будет, но необычный, так? И в первую очередь нам нужно подумать над тем, что происходит. Все жалуются, что нет сезона альткоинов, или что альткоины не превзошли биткоин по росту. Но правда в том, что вы просто взяли не те монеты. А в наших портфолио большинство монет росли сильнее биткоина в сезоны альткоинов. А остальные хорошо показывали себя относительно доллара. Но дело в том, как это изменится. И я об этом хочу поговорить. Во-первых, давайте быстро взглянем на сезон альткоинов. На альткоины. Это сайт CryptoBubbles. Все наглядно. И смотрите, биткоин сколько стоит? 104 300 долларов. Линия фактора золотая. Не буду подробно говорить о ней в этом видео. Но линия фактора золотая, тренд положительный. И пока она золотая, мы не продаем, ожидаем дальнейшего роста, окей? Так, вернемся к альткоинам. И на разделе «День» вы видите, некоторые зеленые. В неделе большинство красное, а в месяце вы видите больше зеленого. Вы видите, что биткоин, Virtual, Cow, Ethereum, все они выделяются. Но более сложные. И это только наши фавориты. У нас есть и другие монеты. И это на самом деле не мои фавориты. Просто я когда-то их так назвал. И это закрепилось. Но вы видите, что многие показывают себя очень хорошо в контексте месяца. Но вот что вы хотите сделать. Давайте поменяем здесь доллар США на биткоин. И тут картина уже немного другая. В месяце другие зеленые монеты. Или вы хотя бы можете увидеть, какие монеты растут сильнее BTC в этом месяце. У нас тут Hype, Cookie, Ordi, AI-Tech и BNB. А если перейдем в другой раздел, то увидим Cow, Pixel, FTH и Virtual. И все эти монеты у нас есть. У нас также есть и SUI и так далее. Значит ли это, что мы сбрасываем все остальные монеты и оставляем только эти? Нет, я этого не говорю. Я говорю, что эти монеты... Я просто говорю, что эти монеты превзошли биткоин по росту за месяц, если сравнивать их с BTC. Так что мы видим их относительную силу. Вот какая у меня теория. Вот каков мой тезис. Как выбрать красные монеты перед тем, как они позеленеют. И это тяжело, но если будете внимательны,
то поймете меня. Смотрите, давайте приведу примеры, вы поймете. Итак, например, Virtual, зеленая. Да, всего 1,5%, но верю, что она может вырасти сильнее и превзойдет BTC, пусть и ненадолго. Не забывайте, что каждый раз, когда биткоин или альткоины растут, в какой-то момент биткоин резко взлетает, потом тормозит, а альткоины идут вверх. В этот раз гораздо больше альткоинов. Много мошенников, но еще много. Более 50 миллионов альткоинов, а может и больше, 60, 70 миллионов. И может быть еще больше к тому моменту, как вы смотрите этот ролик. Все выпускают свои альткоины, особенно мемкоины. И мы хотим посмотреть. Давайте покажу, что я имею в виду. Итак, мы говорим про Virtuals Protocol, верно? Он попадает в хороший нарратив. Он на Base. Это тоже своего рода нарратив. Цепи Base на Coinbase. Это новый блокчейн. Я верю, что он хорошо себя покажет. Он вписывается в нарратив «Сделано в Америке». У него... Да, нарратив «Сделано в Америке». У него есть нарратив Base. Это новый чейн от Coinbase. Coinbase будет его продвигать и так далее. Так что я думаю, что у него все будет хорошо. Очень хорошо. А Virtual — это своего рода агент на Base. Не что, а агент. И агенты — это тоже нарратив внутри нарратива. Так что вы объединяете тренды. Вот поэтому мы и смотрим на Virtual. Virtuals превзошла биткоин всего на 1,4% за месяц. Но если посмотреть картину за год, то мы увидим 1361%. Так что стоит присмотреться к Virtuals. Люди могут подумать, что вершина близка. Я так не считаю. Монета может еще немного опуститься, а затем вновь подняться и повторить рекордный максимум биткоина. Но ей не обязательно это делать. Она может остановиться на полпути вот здесь. И это будет отличная прибыль по сравнению с биткоином. Можно будет конвертировать эту прибыль в биткоин. Надеюсь, понятно. Итак, у нас здесь Virtuals. И вы видите, что картина за год радикально отличается от месячной. Выделяются только Virtuals и SUI. Теперь посмотрим другие позиции. Только куки, а остальные монеты? Вам лучше было бы просто держать биткоин. Конечно, есть времена года, когда альткоины растут, так что это непросто. Нам нужно погружаться в глубину глубин, если можно так сказать. Но не беспокойтесь, я сберегу ваше время. Этот ролик не будет двухчасовым. Я сберегу ваше время и скажу, на какие монеты смотреть. И вам не придется погружаться глубоко и еще глубже. Очень-очень глубоко в технические характеристики. Итак, слушайте меня. Вернемся назад в избранное. Вот тут у нас Virtual. И, скорее всего, Virtual продолжит расти. Virtuals выросла очень сильно, если посмотреть на CoinMarketCap. И люди скажут: «О, она уже так сильно выросла? Зачем ее покупать? Почему не купить другую?» Потому что вы хотите быть с победителями, а не с проигравшими. Вы хотите научиться инвестировать. Многие покупают падающие монеты, поскольку они падают и еще не выросли, а победители продолжают расти. По крайней мере, большинство. Люди не верят в их дальнейший рост. Но именно так и происходит. И монеты занимают долю рынка. И в этот момент рыночная капитализация покидает чат. Так? Поэтому вам стоит прислушаться к тому, что я сейчас скажу. Это очень важно. Продолжение видео во второй части. Подпишитесь на канал, чтобы не пропустить. А пока смотрите прошлый выпуск, в котором Пол рассказывает, покупать биткоин или нет прямо сейчас. Пока. Переведено и озвучено редакцией сайта Crypto.ru.